Как вас мотивировать? Знаете ли, когда ваша машина не заводится, кто-то должен ее подтолкнуть. И как только она заработает, после этого нам не нужно будет следить за ней до конца. Тогда все пойдет своим чередом. Мы можем научить вас разным способам. Когда вы начинаете воспринимать это как часть себя, это зажигает вас. Садхгуру, я хочу сделать много разных вещей в жизни, но я ленивый. Как преодолеть лень и оставаться мотивированным? Вы должны влюбиться в кого-то или во что-то. Если вы не находите кого-то, вы должны во что-то влюбиться. Что-то, что важно для вас, с чем вы просыпаетесь по утрам. Для вас нет ничего важного. Зачем тогда просыпаться утром? Как же влюбиться? Когда впервые Шива захотел преподавать йогу своему первому ученику, это была его собственная жена, Парвати. Ей очень хотелось постичь путь к просветлению, потому что она видела в нем великолепное существо, и она хотела стать похожей на него. Она спросила, как? Я готова сделать все, что угодно. Шива сказал, не нужно ничего делать, просто подойди и сядь сюда, ко мне на колени. Она колебалась, потому что... О, к чему такие нежности? Я хочу быть просветленной. Он сказал, расслабься, подойди и сядь сюда. Она села. Он притянул ее ближе, не из-за своих желаний. Чтобы удовлетворить ее потребности, он притянул ее так близко, еще ближе. Постепенно она стала его частью. Существует измерение Шивы, которое мы называем Ардханари, где одна половина мужчина, другая половина женщина. Эта история говорит вам о том, что такое возможно только путем включения. Это происходит только путем включения. Так жизнь расцветает. Если вам нужно включить что-то в себя, у вас должно быть свободное место, не так ли? Если мне придется сделать кого-то частью себя, я должен выбросить половину себя. Только так. Вот почему говорят о влюбленности быть без ума. Да? Не быть в уме, а быть без ума. Потому что часть вас должна исчезнуть. Только тогда найдется место для чего-то другого или для кого-то другого. Если вы все останетесь без ума, останется огромное пространство. Вы можете включить весь космос как часть себя. Если хотя бы часть вас уйдет, вы можете влюбиться еще в одного человека или в еще один аспект творения. И мы можем научить вас способам опустошения себя. Если какая-то часть вас исчезнет, это пустое пространство должно быть чем-то заполнено. И это что-то, что не является вами. Когда это становится частью вас, когда вы начинаете переживать это как часть себя, это зажигает вас. Потому что прямо сейчас то, что вы думаете и чем вы являетесь, это не вы. Это просто набор мыслей, эмоций, идей, предрассудков. Не так ли? Это не вы. Итак, то, что вы, это не входит в ваш опыт. И как же вас мотивировать? Когда вы еще не готовы, как заставить вас двигаться дальше? Вы не сможете. Прямо сейчас все, что есть, это ворох мыслей, облако мыслей, эмоций, самые разные вещи. Итак, вот зачем нужна садхана. Вы должны прийти и выполнить какую-нибудь садхану. Изначально кто-то будет мотивировать вас. Когда твоя машина не заводится, кто-то должен подтолкнуть ее, да? Как только она заработает, затем не нужно следить за ней до конца. Все пойдет своим чередом. Изначально нет ничего плохого в том, чтобы немного подтолкнуть. Всем нужен толчок. Есть очень мало людей, которые могут продвигаться самостоятельно с самого начала. Большинству других нужен толчок. Время от времени небольшой пинок тут или там. А остальное они сделают сами. Огромное спасибо спонсорам на Патреоне. Без вас это видео не вышло бы в свет.
И я хотел бы задать вопрос всем вам. Возможно, вы хотели бы видеть какие-то другие переводы или каких-то интересных личностей на канале. Можете написать об этом в комментариях, я почитаю и подумаю, что можно сделать.